Анна раздраженно взглянула на электронное табло вокзала, где красным цветом высветилась надпись «Отменен» напротив ее рейса. Промозглый октябрьский вечер уже окутал поселок, и капли дождя методично отбивали ритм по стеклянной крыше зала ожидания. После тяжелой командировки она мечтала только об одном – оказаться дома, завернуться в плед и выпить горячего чая с лимоном. «Просто замечательно», – подумала она. «Теперь придется торчать здесь как минимум до утра». Именно тогда она впервые заметила его. Высокий мужчина в сером пальто нервно рассказывал у справочного бюро, периодически поглядывая на наручные часы. Что-то в его облике притягивало внимание. Может быть, легкая небритость, придававшая ему творческий вид, или то, как он рассеянно проводил рукой по темным волосам. Анна невольно наблюдала за ним, пока пыталась дозвониться до такси. Все службы отвечали одинаково. Из-за непогоды время ожидания может составить более 2 часов. Незнакомец, похоже, столкнулся с той же проблемой. Его разговор по телефону становился все более эмоциональным. «Нет, вы не понимаете, мне обязательно нужно быть там к утру», – донеслось до нее. «Неужели совсем ничего нельзя сделать?» Когда он в очередной раз прошел мимо, их взгляды встретились. На мгновение время словно остановилось. В его карих глазах читалось то же отчаяние, которое испытывала она сама. «Простите», – неожиданно для самой себя обратилась к нему Анна. «Я случайно услышала ваш разговор. Вам тоже нужно в город?» Он остановился, явно удивленный внезапным обращением, но в его взгляде промелькнуло что-то похожее на надежду. «Да, и желательно как можно скорее», – ответил он, слегка улыбнувшись. «Меня зовут Максим». «Анна», – представилась она. «Может быть, имеет смысл объединить усилия? Я пытаюсь найти способ добраться уже час, но безрезультатно». Максим на секунду задумался, затем достал телефон. «У меня есть идея», – сказал он. «Есть сервисы совместных поездок. Если мы найдем попутчиков, получится в разы дешевле такси». Анна колебалась. Ехать с незнакомцем? Но что-то в его открытом взгляде располагало к доверию. К тому же других вариантов действительно не было. В конце концов, подумала она, разве не об этом пишут в романах? О неожиданных встречах, меняющих жизнь. Они проехали всего около получаса, когда телефон Максима зазвонил. Он извинился и ответил. Она старалась не прислушиваться, но отдаленные фразы все равно долетали до нее. «Да, Катя, я успею». «Нет, не волнуйся. Конечно, я помню. Завтра в 10». Что-то изменилось в его лице после этого звонка. Появилась какая-то тень, словно груз, который у нее стал вдруг тяжелее. Она почувствовала это изменение, но не решилась спросить. Наконец, Максим сам нарушил возникшую паузу. «Знаете, Анна, иногда жизнь складывается очень странно», – начал он. «Завтра я иду на свадьбу». «О, поздравляю», – автоматически ответила она, чувствуя неожиданный укол разочарования. «Нет, вы не поняли. Я иду на свадьбу своей лучшей подруги детства, той, которую я люблю уже 15 лет». Повисла тишина. За окном продолжал барабанить дождь, а в салоне автомобиля словно сгустился воздух. И тогда Максим рассказал всю историю. О том, как они с Катей росли вместе, как он влюбился в нее еще в школе, но никогда не решился признаться. О том, как она всегда видела в нем только друга. Делилась своими влюбленностями, просила совета. «Знаете, что самое смешное?» – горько усмехнулся он. «Я был рядом все это время. Утешал после расставаний, поддерживал в трудные моменты, радовался ее успехам. А полгода назад она познакомилась с Андреем и через месяц объявила о помолвке. Вот почему он так спешил», – поняла Анна. «Он едет прощаться, не с подругой, со своей любовью». «И вы решили поехать на свадьбу?» – тихо спросила она. «А что мне остается?» – пожал плечами Максим. «Она моя лучшая подруга. Если я не приеду, она никогда не простит и не поймет. К тому же...» Он замолчал на секунду. «Может быть, это поможет мне, наконец, отпустить». Анна посмотрела на его профиль в темноте салона. Сильный, красивый мужчина, который столько лет хранил в себе это чувство. Ей хотелось сказать что-то утешительное, но все слова казались пустыми и банальными. Они были уже на полпути к городу, когда машина вдруг начала издавать странные звуки. Водитель остановился на обочине, открыл капот и, осмотрев двигатель, объявил, что потребуется некоторое время на ремонт. «Здесь недалеко есть круглосуточное кафе», – сказал он. «Можете подождать там. Это займет около часа». Кафе оказалось маленьким, но уютным местом, приглушенным светом и запахом свежеваренного кофе. Они заняли столик у окна, через которое можно было наблюдать, как дождь продолжает поливать пустынную улицу. «Надо же, как все складывается», – улыбнулась Анна, грея руки о чашку с горячим капучино. «Может, это судьба?»
ответил Максим. В его глазах промелькнуло что-то похожее на решимость. Он помолчал немного, словно собираясь с мыслями, а потом неожиданно спросил. «Анна, у меня к вам необычная просьба. Я знаю, что это может прозвучать странно, но не могли бы вы пойти со мной на эту свадьбу?» Анна удивленно подняла брови. «Понимаете?» – продолжил он, нервно помешивая свой кофе. «Мне кажется, с вами рядом мне будет легче пережить этот день. Что-то в вас помогает мне чувствовать себя сильнее». Она смотрела на него, чувствуя, как ее сердце начинает биться чаще. В этом странном предложении было что-то одновременно отчаянное и трогательное. «А что подумают гости?» – спросила она. «Скажем, что вы моя давняя знакомая», – ответил он с надеждой в голосе. «Пожалуйста, я знаю, что прошу о многом, но...» Она посмотрела в окно на дождь, потом снова на Максима. Возможно, это было безумием, но она чувствовала, что не может отказать. «Хорошо», – тихо сказала она. «Я пойду с вами». Облегчение на его лице было настолько явным, что она не могла не улыбнуться. Они провели следующий час, обсуждая детали предстоящего дня, и Анна поймала себя на мысли, что давно не чувствовала себя такой живой. Когда водитель позвонил сообщить, что машина готова, им обоим показалось, что время пролетело слишком быстро. Вернувшись в машину, они продолжили путь к городу. Но теперь между ними появилось что-то новое, общая тайна, которая делала их ближе друг к другу. После того, как водитель починил машину и они добрались до города, Максим настоял на том, чтобы заехать в круглосуточный торговый центр. «Если вы согласились быть моей спутницей на свадьбе, позвольте мне позаботиться о вашем наряде», – сказал он. В ярко освещенном магазине они провели почти 2 часа, выбирая платье. Анна примеряла один наряд за другим, пока наконец не нашла идеальный. Нежно-лавандовое платье, которое словно было создано для нее. «Вы выглядите потрясающе», – произнес Максим, и в его глазах появился какой-то особенный блеск. Следующим утром Максим заехал за ней ровно в 9. Он выглядел элегантно в темном костюме, но Анна заметила, как подрагивают его пальцы, когда он открывал перед ней дверь машины. «Вы справитесь», – мягко сказала она, касаясь его руки. «Мы справимся вместе». Он благодарно сжал ее пальцы, и они поехали к церкви, где должна была состояться церемония. Дождь прекратился, и сквозь облака пробивались солнечные лучи, словно природа тоже решила поддержать их в этот непростой день. Церковь была украшена белыми лилиями и розами. Солнечный свет, проникающий через витражные окна, создавал более интимную атмосферу. Музыканты играли медленную чувствительную мелодию. Когда они вошли в церковь, несколько пар глаз повернулись в их сторону. Анна почувствовала, как Максим напрягся и мягко сжала его руку. «Максим!» – раздался женский голос, и к ним подошла невероятно красивая девушка в свадебном платье. «Я так рада, что ты пришел!» «Катя?» – тихо произнес он, и Анна почувствовала, как дрогнул его голос. «Поздравляю! Ты прекрасно выглядишь!» Катя сияла от счастья, и это сияние, казалось, заполняло все пространство вокруг. Анна смотрела на нее и начала понимать, почему Максим хранил свои чувства столько лет. А это... Максим повернулся к Анне, и в его глазах мелькнуло что-то новое. «Это Анна. Мы недавно познакомились, но...» «О, как здорово!» – искренне обрадовалась Катя. «Наконец-то ты кого-то встретил!» На свадебном приеме играла живая музыка. Пары кружились в танце, официанты разносили шампанское, воздух был наполнен смехом и радостью. «Потанцуешь?» – Максим протянул руку Анне. Она кивнула, и через мгновение они уже плавно двигались в ритме медленной музыки. «Спасибо, что согласилась прийти», – тихо сказал он. «Без тебя я бы не справился». «Как ты себя чувствуешь?» – спросила она, глядя ему в глаза. «Знаешь», – он задумался, – «странно, но я чувствую облегчение, словно отпускаю что-то, что держало слишком долго». Они продолжали танцевать, и с каждым движением, с каждым поворотом что-то менялось между ними. История, начавшаяся на дождливом вокзале, принимала совершенно неожиданный оборот. Вечер плавно перетекал в ночь. Огни в зале стали приглушеннее, создавали более интимную атмосферу. Музыканты играли медленную чувствительную мелодию. «Может быть, выйдем подышать свежим воздухом?» – предложил Максим, и Анна согласно кивнула. Они вышли в сад, где фонари мягко освещали дорожки, а в воздухе витал аромат ночных цветов. Звезды рассыпались по темному небу, словно бриллианты на черном бархате. «Знаешь», – начал Максим, останавливаясь у небольшого фонтана,
Когда я ехал сюда, мне казалось, что этот день станет самым тяжелым в моей жизни. Я думал, что увижу ее счастливой с другим, и это разобьет мое сердце окончательно. Анна молча слушала, чувствуя, как ее сердце начинает биться быстрее. «Но случилось что-то невероятное», — продолжил он, поворачиваясь к ней. «Я встретил тебя, и весь мир словно перевернулся». Лунный свет падал на ее лицо, делая черты еще более нежными. Локон выбился из ее прически. Максим осторожно заправил его ей за ухо. «Ты веришь в судьбу?» – спросил он тихо. «То, что иногда нужно потерять что-то важное, чтобы найти что-то еще более ценное». «Раньше не верила», – прошептала Анна, глядя ему в глаза. «А теперь? Теперь я не знаю. Когда ты согласилась пойти со мной на эту свадьбу, я думал, что ты просто делаешь доброе дело, помогаешь незнакомцу. Но сейчас...» Он сделал шаг ближе, музыка из зала доносилась приглушенно, создавая идеальный фон для этого момента. «Сейчас я смотрю на тебя и понимаю, что все эти годы я ждал не ее. Я ждал тебя, Анна. Просто еще не знал об этом». В ее глазах заблестели слезы, но улыбка озаряла лицо. «Думаю, я тоже ждала тебя», — ответила она. «Даже в тот момент на вокзале, когда увидела тебя впервые, что-то внутри меня уже знало». Максим медленно наклонился к ней, время словно остановилось. Весь мир сузился до этого момента, до этих двоих под звездным небом. «Можно?» – прошептал он. Его губы были в миллиметре от ее губ. Вместо ответа она подалась вперед, закрывая этот последний миллиметр между ними. Их первый поцелуй был нежным, как прикосновение крыльев бабочки. Волшебный момент, когда две души наконец находят друг друга. Когда все случайности складываются в единую картину судьбы. «Я так рад, что мой поезд отменили», – улыбнулся Максим, когда они наконец оторвались друг от друга. «А я рада, что набралась смелости заговорить с незнакомцем на вокзале», – ответила Анна, прижимаясь к ним.